Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить известное печенье Орео, которое обычно так нравится детям, в ПП-версии. Это вкуснейшее шоколадное печенье с нежной ванильной начинкой, которая по вкусу ничуть не уступает магазинному Орео. А благодаря отличному составу это печенье принесет гораздо больше пользы вашему здоровью и фигуре. Друзья, я также готовлю для вас видео с рецептом вкуснейшего черничного торта Аметист. В этом красивом торте ни грамма красителя и больше 15 грамм белка на 100 грамм. Это видео выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший тортик. Соединяем все сухие ингредиенты для печенья. Это 120 грамм цельнозерновой пшеничной, овсяной или полбяной муки. В этом печенье желательно, чтобы мука была мелкого помола. Если у вас мука более крупного помола, просто просейте ее через сито. Крупные частицы останутся в сите, а мука станет идеальной для печенья. 20 грамм какао. Для Орео я использую алкализованный какао-порошок, чтобы получить насыщенный темно-коричневый цвет. 8 грамм подсластителя, 4 грамма разрыхлителя и ванилин на кончике ножа. Тщательно размешиваем. Из такого количества теста можно сделать примерно 14 двойных печенек. Из жидких ингредиентов нам понадобится 130 грамм мягкого творога комнатной температуры и 10 грамм растопленного кокосового масла, масла ги или другого. Соединяем. Не смешивайте совсем уж холодный творог с едва теплым маслом. Кокосовое масло может застыть крупинками и придется прогревать смесь для их растворения. И добавляем сухие ингредиенты. Сначала я промешиваю лопаткой, а потом руками. Вот такое прекрасное тесто получается. Оно очень пластичное, мягкое и не липнет к рукам. Упаковываем в пищевую пленку и отправляем тесто в холодильник на 30 минут. После недолгого охлаждения раскатываем тесто. Удобнее сразу на коврике или бумаге для выпечки. Если вы раскатываете на столе, а не на коврике, то обязательно хорошо присыпьте мукой, чтобы легко перенести печенье на противень. Это тесто без яиц и с низким содержанием муки очень нежное, требует бережного обращения. Раскатываем тонким слоем примерно 2 мм. Чтобы вырезать круги, совсем не обязательно иметь специальную вырубку. Подойдет любой стакан диаметром 3-5 см. Вырезаем круги. И снимаем излишки теста. Вместе с ковриком перемещаем на противень. Раскатываем оставшееся тесто на втором коврике. Также вырезаем и снимаем излишки. Чтобы использовать все тесто, я аккуратно на свободной площади коврика раскатываю остаток и также вырезаю печенье. Перекладываю на свободное место. Выпекаем печенье при 175 градусах Цельсия примерно 20 минут. Вот такое насыщенное шоколадное печенье получается. Половину печенья переворачиваем, на эти половинки мы будем выкладывать начинку. Для начинки нам понадобится 100 грамм рикотты или мягкого творога. Их нужно заранее достать из холодильника. И в случае с рикоттой обязательно тщательно промешать, чтобы консистенция стала более гладкой. В ковшике у меня 30 грамм молока. Добавляем к нему 1 грамм агар-агара и 5 грамм подсластителя. Размешиваем. Сладость, конечно, регулируйте на свой вкус. В этом рецепте я сделала довольно сладким и печенье, и начинку, чтобы приблизить их к оригиналу. Отправляем на плиту и кипятим 1 минуту. Теперь прямо в горячую массу добавляем рикотту комнатной температуры. И сразу тщательно размешиваем. Получается крем вот такой консистенции. Сразу, не дожидаясь остывания, перекладываем крем в кондитерский мешок. И теплый крем выкладываем ровным слоем на печенье.
Кстати, в данном случае можно обойтись и без мешка, накладывая крем ложкой, просто может получиться не так ровно. Что действительно важно для этого крема, наносить его теплым. Агар-агар застывает при 40 градусах Цельсия, и как только крем достигнет такой температуры, наносить его будет очень проблематично. Слой крема сразу накрываем второй печенькой, чтобы она прилипла, пока он не застыл. Таким же способом соединяем все остальные печеньки на двух противнях. Оставляем их буквально на несколько минут, чтобы крем застыл. Это происходит при комнатной температуре. И наше полезное и вкусное печенье готово. Оно хрустящее снаружи и мягкое внутри. Супер шоколадное и ароматно-ванильное одновременно. Вот такое оно внутри. Крем довольно плотный, за счет чего не расплющивается и не вылазит при откусывании. В общем, идеально. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!